Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатом, вы можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. В прошлом я уже делал краткий обзор про новое крутое событие ролевое испытание. За последнее время я бы назвал это лучшим бесплатным событием с полезными подарками. Поэтому советую всем полностью разобраться в нем, чтобы получить максимально возможное, исходя из вашей силы, подарки. Сразу скажу, не могу посоветовать, какие именно составы вам нужно будет использовать, ведь у каждого разные по силе герои. У кого-то маги сильные, у кого-то стрелки сильные, у кого-то вовсе танки сильные. Ну, пару отдельных советов все же вам дам. Вкратце расскажу о правилах. Уверен, есть много недопониманий. Во-первых, у нас есть, так сказать, три цели. Первым просто нужно нанести 90% урона боссу, и все будет пройдено. Вторая цель — нанести урон, используя танков. Вначале это 2 танка, после прохождения будет 4, потом 6, потом 9, и в конце нужно будет использовать в общем 12 разных танков. Да, именно разных танков. Ну и третья цель — это использовать магов. В прошлый раз были стрелки, а сейчас маги. Вначале нужно использовать 3 магов, после 6, потом 11, 16, ну и в конце 20 разных магов вам нужно будет использовать. На самом деле это очень сложно, если у вас не прокачанные маги. Ну и как вы видите, в день нам дается 3 попытки. Событие длится 3 дня, то есть в целом у нас есть 9 попыток, за которые мы должны постараться собрать как можно больше очков. Вроде с правилами разобрались, и теперь пару советов. Не торопитесь и вначале не ставьте своих самых сильных героев, ведь в следующих этапах вам попросту нечем будет проходить. Сделайте несколько попыток, если вам не понравился результат, то жмите сохранить результат и далее жмите отмена. И результат будет не сохранен, и попытка не будет отрачена. Попробуйте некоторые вариации персонажей. Допустим, у вас очень слабые маги, то тогда вам придется брать на помощь стрелков, чтобы пройти хоть сколько-то этапов. Пытайтесь пройти первую цель сразу со второй и третьей. К примеру, ставьте 2 танков и 3 магов. Тут вариантов прохождений в начале очень много, и как я уже говорил ранее, вам никто не сможет посоветовать лучшую. Я лишь могу поделиться тем, как проходил у себя. Первый бой я использовал 3 танков и 2 магов. Так как танки мало наносят урона, я решил использовать именно такую комбинацию. Второй бой я использовал 2 танков и уже 3 магов. И также третий бой 2 танков и 3 магов. В результате первая цель была пройдена за первую попытку. С танками я прошел 3 этапа, ну а с магами 2. И на первый день я собрал 90 очков. Кстати, напишите в комментариях, сколько очков набрали вы. Если не ошибаюсь, за первый день максимально можно собрать 90. Ну еще один момент, если в вашей попытке не было пройдено ни одного задания, то вам попросту не засчитают прохождение. То есть вы не сможете использовать хитрость. Допустим, у вас пройдено 3 разными магами, и вам нужно сделать теперь 6, и у вас попросту не хватает пройти силы 3 новыми магами, то вы не сможете за 2 попытки пройти. К примеру, первая попытка 1 маг 4 стрелка, а вторая 2 мага 3 стрелка. В общем-то, вы можете подумать, за 2 попытки вы использовали 3 магов, но за эти попытки вы не прошли ни одного задания, и вам попросту не даст сохранить результаты. И просто после первой попытки не будет кнопки сохранить, будет кнопка вернуться к основному меню события. Поэтому в будущем, когда нужно будет использовать уже 11 магов или же 16, то вам нужно будет как-то наперед продумать, как все сделать, чтобы пройти как можно больше. И опять же повторюсь, каждый сам должен выбрать для себя лучший состав и лучшую комбинацию. Ну а насчет подарков,
советую тем, у кого все очень плохо с артефактами, брать именно сундуки, ведь сундуки будут учитываться в событии артефактов. Да, вы можете сказать то, что опыт намного лучше по очкам, но опять же, в событии вы не сможете использовать опыт, чтобы набрать как можно больше очков. А как сейчас мы видим, события артефактов раз в 2 недели происходит, поэтому тем, у кого очень плохо с артефактами, собирайте сундуки. Ну, а те, кто имеют уже много 100%, то, конечно же, можно собрать стелу, но это все очень дорого, красные артефакты, поэтому дважды подумайте перед тем, как стоит ли вам собирать красные артефакты, или же лучше просто сделать еще одного 100% героя, как-то так. Поэтому, кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал и всем пока-пока.